Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Расклад Таро. Что произойдет? Совсем скоро произойдет в период коридора затмений 17 февраля и останется с вами в марте. Что ждет в ближайшие дни? Давайте его с вами узнаем. Каковы события ближайших дней? Чего вы пока, мои дорогие стрельцы, не видите? Что скрыто от вас? Пока. А между тем, что ожидается в будущем, что вам по судьбе. Рассмотрим советы Таро с позиции позитивной психологии, позитивного мышления. И, конечно, останемся реалистами. И вначале у нас карты с цыганского старинного пасьянса, которые нам как раз и расскажут, так что же там случится скоро или скоро произойдет. Что вас ожидает в будущем? Итак, никогда не знаю, что выпадет, потому что маленькие карты, рандомные значения, перемешал и вроде бы уже по-другому, но тем не менее прислушаться стоит. Вот смотрите, кто-то посвящает больше времени работе, кто-то учится, да, вот, однако открытая книга, мы можем чаще думать, что это, скорее всего, учеба, знания, да, это тоже присутствует. Тем не менее, в пасьянсе прописано учреждение и, стало быть, официальные лица. Если мы говорим работа, тоже учреждение, да? Или какие-то важные контакты, может быть, важные беседы, ваши планы, мои дорогие. Но, видимо, не избежать, может быть, важных разговоров. К чему-то, возможно, вы готовитесь, кто-то документы оформляет, возможно, и к юристам идет. То есть это все равно какие-то официальные процедуры. Или где-то работы будет много, может быть, и так. Я вот этого тоже не исключаю. Идем с вами дальше, пока не вижу, что у вас совпадает. Конверт. Вот опять же вторит как раз первому значению, потому что чаще это официальная бумага. Ну, конечно, в нашу цифровую эпоху это может быть и сообщение, звонок, встреча какая-то, да, или вот информация, которую нам передает конкретный человек, но в этом пасьянсе с сургучной печатью, поэтому мы можем буквально что-то или по почте получить, или, может быть, есть какая-то тема, которую вы хотите, ну, и либо прояснить для себя, либо вы хотите осуществить какое-то свое намерение. И поэтому у кого-то это может быть даже личной жизни касаться, да, ну вот именно документов, а у кого-то это будет работать, то есть контракты, к примеру, или, ну, может быть, это и договор, может быть, это и брачный контракт, а может быть, опять же, и по работе. Кто-то визу получает, у кого что, одним словом. Ладно, давайте пойдем еще дальше. И что же узнаем, что там дальше-то как раз и будет, что нас ждет в будущем. Я должна сказать, вот есть какие-то задумки, которые для вас очень важны. Дважды, трижды, наверное, важны. Кто-то ждет этого сообщения, кто-то готовится к предстоящей беседе. У вас солнышко. Солнце– это выбор правильного направления. Возможно, определяетесь, где я буду, с кем я буду или в каком месте, да. Может быть, это и касается работы, потому как солнце, во-первых, это что-то проясняется. То есть солнце– это ясность. Но вместе с этой ясностью приходит выбор правильного направления. Имеется в виду какая-то тема, которой, скорее всего, вы будете заниматься не только вот как конец февраля, а с заходом на март. Возможно, карты нам говорят о том, что у тебя, стрелец, какая-то тема быстро, может быть, и не решится. Вот, хотя ни одно значение нам об этом не свидетельствует, не говорит, но тем не менее, допустим, вы для себя какой-то проект или у вас есть задумка. Скорее всего, в течение коридора затмений тут действительно что-то прояснится. Но дальше, как минимум на март, вы для себя будете корректировать планы или что-то будете уже более конкретно осуществлять, возможности у вас появляется больше. Это как будто прелюдия, да, вот эти конверты, книги. Это вот мы что-то узнаем, как будто готовимся. А дальше мы получаем ясность, и переступаем к действиям. Вот что-то такое нам говорят карты. Но если мы спросили, что скоро случится, что скоро произойдет, но, правда, ясность наступает, это раз. Причем, может быть, эта ясность будет даже связана с официальными лицами, документами, определением с работы или определяетесь вы в личной жизни. Но тогда у нас уже понятно, да, что-то становится. Нет какой-то запутанной истории. Поэтому плюс-минус тут у кого что, мы все разные, а тем не менее,
Ну, значит, вот это солнышко вам как будто путь освещает. Это словно по судьбе. Смотрю, пока с вами говорю, смотрю, что мы можем еще с вами соединить. Мы можем еще с вами соединить корабль. Шикарно. Один из символов Меркурия, поэтому символ Меркурия нам о чем? О переменах. Но вообще-то в этом пасьянсе исполнение желания. И все то, что я сказала до этого, не сразу увидела, это говорит о том, что тут явно есть смысл чем-то вам заниматься. Или вот какая-то ваша задумка, она должна быть продолжена. Может быть, это и свидетельство того, что что-то у вас получается и далее будет продолжено, и это буквально по солнцу к успеху ведет. Поэтому на кону ваш успех, ни много ни мало. Больше я не вижу совпадений. Давайте пойдем с вами дальше и узнаем, что же нам тут подскажут карты Таро. И если мы спросили, что же скрыто от вас, вот давайте такую карту достанем. Чего вы пока не видите, мои дорогие стрельцы? А это случится, произойдет. И что же это станет явным, что прояснится в феврале и будет вами продолжено в марте. И третья карта, к чему это все идет. Как события февраля повлияют на вашу жизнь в марте, к чему вам приготовиться. Раскроем карты по основным сферам жизни. И первое, что ждет вас в личной жизни, что вас ждет в целом в отношениях. Дополнительно мы достанем потом по 3 позициям для тех, кто в паре, для тех, кто один или одна, состоится ли новое знакомство, и для тех, кто в сложных отношениях. Немножко поясним, разобьем. Что ждет в работе? Ну и финансы. Что ждет по финансам вас? Итак, что же скрыто? А вот и правда вы чего-то не видите, знаете, как апатия, усталость, мои дорогие. Вот по этой карте усталость, депрессия, ну вот как накатило что-то, да. Тут кажется, полповорота головы, и ты увидишь уже совершенно что-то другое. Возможность сама по себе к нам приходит. И вот этот служка, который бокал новый принес, он удивляется, и лицо такое удивленное художник прорисовал. Почему же человек не смотрит в его сторону даже, да? Но вот есть какая-то задача, которую вы не можете решить или не могли решить. Может быть, вы не могли вот вследствие усталости что-то начать. Вот здесь как будто меняется перспектива. Так, ладно, давайте узнаем, у кого-то из вас это касается в отношениях. Что мне делать, может быть, с этими отношениями? Что скрыто точно отношения? Тут может быть кто-то из близких. Вот, кстати, только что обнаружила, перевернула колоду. Оказывается, у нас карта сила. Вот, мои дорогие, положу прям сюда. Вторят все эти карты цыганскому пасьянсу. У вас сильная позиция, мои дорогие стрельцы. И тут даже, хоть мы и говорим с позиции позитивной психологии, то тут у вас карты просто, даже если есть вот какой-то депрессняк, так и хочется сказать, но не имеет смысла. Вот иногда нам приходится себя заставлять, когда ничего не хочется, когда опустились руки. Иногда нужно именно действовать. Действовать осмотрительно, конечно. Действовать даже когда мы не знаем, какой результат мы получим. Даже тогда, когда у нас нет надежды, мои дорогие. Вот иногда даже вот именно какая-то активность, она нам помогает выйти вот из такого состояния, чтобы мохом не зарасти, будем говорить. Я, конечно, шучу и надеюсь, что вы понимаете мой сленг. Но здесь ведь может быть личная история. У кого-то эта история может быть, с супругом, с вашим партнером. Может быть, это какая-то прежняя была история, да, которая завершилась. И завершилась не очень весело. Или как-то поссорились, например, да, вот, к примеру. Кто-то мог поссориться с детьми, даже взрослыми. Или с кем-то вот из людей, как ваш друг или подруга. Ну, нет вот взаимопонимания. Или есть какая-то задача, может быть, и ссоры не было. Но, знаете, как-то сложно это решается. Конечно, аркан сила будет говорить о том, что ты можешь, стрелец, если ты захочешь договориться. Потому что прообраз льва– это наше эго. Где-то, как и солнце, это тоже прообраз нашего эго. То есть это, с одной стороны, жизненная сила, активность, а с другой стороны, это ж мы думаем, вот что именно так вот должно быть, как мы себе представляем, а тут, скорее всего, договариваться придется. Две карты о договоренностях. Вот вам, может быть, даже нужно совершить какую-то важную беседу, чтобы для себя что-то прояснить. Потому что все карты говорят, что
Все-таки тебе действовать придется, потому что от ваших первых действий будет зависеть совершенно другая конфигурация дела. Так что же станет явным? Ну, вообще-то эта карта отчасти, если мы говорим о жезлах, это огненная стихия, это ваша стихия, мои дорогие стрельцы. Вот что прояснится. У кого-то прояснится даже так, что вы много участвовали в каком-то вопросе в жизни человека. Или, может быть, и это были какие-то отношения, но вы оказались непонятым правильно. Или, может быть, отношения как-то так складываются, тут, конечно, у каждого по-своему. Или не сумели договориться, или, в принципе, человек на другой волне. Но, тем не менее, ведь по этой карте я часто говорю, это харизматичный лидер. По умолчанию он лидер, да, и он за кого-то какую-то работу не выполняет. Он может дать совет, больше это такая карта руководящая, и я поэтому могу предположить, если я говорила больше, судя по этим картам, потому что это картам две кубковые карты, у кого-то личная жизнь, но у кого-то, ведь знаете, вопросы работы, которые вы уже пропускаете через эмоции. Это что-то произошло на работе, принесли домой, и вот там додумываете, да, строите варианты. А вот если бы так, а вот если бы эдак. А нам как будто карта говорит, тут то, что случилось, произошло, это особо ты на это не влияешь, это точно. Тут нужно смотреть в будущее. Вот смотрите, что прояснится. Опять же, старший аркан, колесо фортуны. Сейчас опять же фортуна на вашей стороне. Но надо как-то подойти очень мудро, грамотно и гибко одновременно к решению той темы, болезненной какой-то, может быть, для кого-то из вас, потому что оно не может продолжаться каким-то непонятным образом. Почему в первую очередь? Да потому что вас это как бы внутренне разрушает. Это вас постоянно останавливает или своего рода как какая-то заноза. Может быть, вы ждете, что ну вот какой-то человек откликнется, ну, тут, видимо, приходит, наступает тот момент, когда, ну, нужно вам где-то аккуратно выходить на авансцену. И, по крайней мере, правда, важные разговоры, они вам могут помочь прояснить ту или иную ситуацию. Даже если мы услышим ответ «нет», ну, давайте будем реалистами. Ну, хорошо, значит, нам быстрее тогда и легче где-то перешагнуть вот этот барьер и себе сказать: «Я сделал все, что мог. Все, ну, сделал». Ну, не идет человек. Любые взаимоотношения, они строятся на взаимном энергообмене. Поэтому мало тут, когда хочет кто-то один. Нужно, чтобы было желание у двоих. Тогда и диалог состоится. Если желания нет, ну, тогда и диалог никакой не может быть. Ведь есть вещи, на которые мы влияем, но есть и на то, что мы не влияем, хотя и очень хотим. Значит, какой-то вывод важный вы можете сделать или договориться. Я до этого тоже допускаю. Причем, смотрите, у вас выпадает такое сочетание, когда башня и колесо фортуны. Это может быть даже ситуация, которая, допустим, возьмем, это действительно взаимоотношения по работе, по личной жизни, неважно. Возьмем в целом ситуацию, обрисуем ее. Тут действительно из-за того, что какие-то отношения разрушены, они закончены. И у кого-то это непреодолимая сила действий или воздействия на вас, а у кого-то конкретный человек, которого, ну, ты его никак не изменишь. Здесь вы можете получить, кстати, что прояснится, вы получить какое-то известие можете о том, что, ну вот как правду какую-то о человеке узнать, или почему он так поступал, или какой-то тонкий нюанс. Может быть, я не исключаю. Иногда на самом деле это информация, которую мы слышим даже в средствах массовой информации, или когда нам словно сорока на хвосте принесла. Но и у нас-то пазлы складываются, и глаза одновременно открываются, это как прояснение приходит. Вот для кого-то из вас тут правда какая-то точка невозврата. И вам как будто специально вас судьба, колесо фортуны подводит к какому-то выводу. Вот вы будете явно делать выводы, потому что правда откроется или глаза откроются, как я сказала, да, или как озарение на нас. Ух ты, елки, я совсем неправильно поступала, поступал, может быть, так. А тут нужно немножко по-другому, тут нужно видоизменить. Давайте откроем карту. И, кстати, иногда карта башня, и я часто говорю, хоть камни с неба, а для вас сильная позиция. Но нужно очень хорошо просчитать по королю жезлов, во что вы вкладываете силы, что вы готовы долго продолжать, именно долго. Потому что два старших аркана, три точнее, они скорее говорят, что не только даже карты пасьянса, что это будет что-то продолжаться дальше.
как минимум с заходом на март. У кого-то много работы, у кого-то что будет дальше. Вот именно теперь, как будто да на берегу надо разобраться. Потому что тут ведь нам о чем говорят? Делегируй. Ты не должен выполнять какую-то работу, которую призван выполнять другой. Ты не должен до бесконечности, отдавая всего себя кому-то, тоже, может быть, оказывать поддержку. Ты как будто стрелец о себе забыл. И вот наступает это время о себе вспомнить. Для кого-то будет конкретно, может быть, даже денежная ситуация, когда вы долгое время помогали, а потом вы скажете: "Ну, наверное, нет". У кого-то, правда, будут отношения, может быть, даже отношения действительно с близкими. Иногда по карте королева пентаклей супруги проходят или, ну, родные, родственники, те, кто вхож в ваш дом или был когда-то вхож в ваш дом. И поэтому тут будет по-разному. У кого-то это могли быть отношения, которые завершены, и я не знаю, что с этим делать. Но тогда все равно карты нам говорят, значит, от этих мыслей сложных нужно избавляться, иначе ты это как бездонный колодец, вот такая, как эмоциональное выгорание или попросту апатия, мои дорогие. Поэтому тут нужно это завершать. И вообще находиться на вас-то не похоже, удивительно, но, может быть, для кого-то это такой тонкий нюанс, да, который не оставляет вас в покое, что вот с этим делать. И где-то это вас сдерживает, словно кандалы, не давая возможности идти вперед. Тогда карта, что будет дальше, будет говорить вам о том, что тебе тут нужно что-то пересмотреть. Потому что ты как будто и так сделал все, что мог. Ты тут выложился уже буквально. У кого-то, может быть, это будет свидетельствовать о том, что будет продолжено. Вот в хорошем плане, что у вас будет много работы. Но, кстати, и эта работа, она будет у вас оплачиваемая. Поэтому, то есть не просто в пустоту, но где-то и вы сами должны правильно себя подать, как будто построить карьеру, вот это точно, потому что харизматичный лидер выпал. Это вам нужно не на вторых ролях быть, а на первых. Ну, может быть, так быстро дело на лад не идет, правда? И не всегда то, что мы задумали, за пару дней мы можем осуществить, поэтому карта может говорить, что ты это выдержишь, дорогой стрелец. Но здесь все равно нельзя в каком-то прежнем ключе, в прежнем формате. Тут нужно менять методы, нужно менять отношение к людям. Может быть, к процессу работы. Может быть, выстраивать какие-то иные отношения с руководителем. Потому что у кого-то может совпасть карта башня, руководитель меняется. И вам придется все заново где-то, да, договариваться. Или выстраивать вот эти отношения, быть правильно понятым. Поэтому вот эти договоренности или дипломатия, сильная позиция, раскрыть свои таланты. Вам и карты, и пасьянса, и, в принципе, Таро говорят, что сильная позиция. Для королевы Пентаклей она, знаете, надеется сама на себя. И эта карта очень продуктивна на работу, на решение вопросов по личной жизни, на решение вопросов по недвижимости. Да? Ведь это тот персонаж, который из хаоса умеет отстроить порядок. Поэтому какая-то новая организация жизни будет вами продолжена в марте, мои дорогие стрельцы. Что вас ждет в личной жизни? Вот и правда, какая-то тайна. Или какая-то запутанная история. Возможно, это вы сами пытаетесь разгадать какой-то жизненный ребус по отношениям и не знаете, как вам, правда, поступить. Перекликаются вот с первыми картами. Как раз значение этой карты. Но для тех, кто в паре, давайте узнаем, что ж там за тайна. Может быть, это вы узнаете новость, которую раньше от вас, ну, человек вам не сказал. Для кого-то из вас вы уже можете быть готовы к тому, что мне нужно что-то завершить или мне нужно что-то изменить. Для кого-то из вас вы абсолютно можете быть уверены в том, что какая-то история вас действительно как будто уже замучила. И вы долгое время хранили молчание, и тогда вот как будто нужно эти диалоги провести. Мы рискуем накопить вот эту лаву, которая прорвется как вулкан. Поэтому в таком более взаимопонимающем ключе и без эмоций королева мечей про образ Юдифи. Да, она отрезала, так отрезала, мы это знаем. Но, видимо, это было совершенно ведь необходимо. Таким образом, она спасла самую себя и свой народ, поэтому она и вошла в историю. Вот у вас какая-то миссия на кону, мои дорогие, когда, ну, нельзя на горло собственной песни наступать.
И вот смотрите, тайна, а здесь восьмерка жезлов. Иногда эта карта будет свидетельствовать о доброй трансформации в отношениях, и поэтому для тех, кто в паре, вы можете договориться. Причем будет очень важно провести откровенные разговоры. Быть честным самим собою или самой собой, но точно так же глядеть, наверное, в глаза партнеру. При этом замечаю, он смотрит в глаза или отводит взгляд. Время важных выводов, мои дорогие. И Верховная Жрица ведь это карта мудрости в первую очередь и независимости. И перед тем, как действовать, тут действительно нужно что-то прояснить, решить и решиться. Но восьмерка жезлов может точно так же говорить о том, что вы получаете какое-то известие. Поэтому плюс-минус, да, у кого сложные отношения, вы тут, ну, и мы на сложные посмотрим отдельно, но вы вместе проживаете, вы семья, вы именно в паре, пусть даже вы не семья, но вы вместе находитесь, да, то есть пара у вас есть. Значит, тут есть какой-то камень преткновения, с которым обязательно нужно разобраться. Да, действительно пара. У нас выпала королева Пентаклей, у нас выпал король Пентаклей. Это двое близких людей. Поэтому для тех, кто в паре, тут точно на март будет что-то продолжено. И вам тогда говорят, знаете, ну, все-таки как будто будут продолжаться отношения, это факт, но есть некоторые детали, которые вот так откровенно вы и должны прояснить. И для вас тогда вот эта добрая трансформация в отношениях. Тогда не будет какой-то скрытости, неясности или какой-то двойственной ситуации. Я должна сказать, иногда по королю Пентаклей может проходить ревность. Или иногда это, знаете, как консерватизм, потому что именно консерватор великий, король Пентаклей, но это тот человек, который имеет определенный статус или имеет финансы, имеет, ну, он уверен в себе именно благодаря тому, что он прочно стоит на земле. А королева Пентаклей, она нет, она не консерватор, она как раз такой, знаете, ну, я не назову ее идейный вдохновитель, как вот у нас выпадала, да, карта короля жезлов, но это карта творческого человека, которому свойственно вдохновение. Это та, которая сказку умеет сделать былью и при этом надеется сама на себя. Так вот, иногда бывает, вроде бы, да, пара показана, а энергии совершенно разные. Поэтому те, кто в паре, это факт, нужно говорить. Или для тех, кто семейный, ну, какая-то тема, может быть, болезненная, или приходит время вам что-то прояснять, то, что вы долгое время, знаете, сами с собой как будто обдумывали или пытались анализировать. Вот здесь время с чем-то разобраться. Для тех, кто один или одна. Возможно ли новое знакомство? Аркан влюбленный. Да. Оно, возможно, 2 старших аркана, мои дорогие, поэтому здесь может быть какое-то место, вот, к примеру, да, когда вы меньше всего думаете, что вы с кем-то можете познакомиться. Более того, вам сначала человек может показаться странным, не похожим на вас, такой, который, ну, как-то не вписывается в вашу парадигму отношений или тех отношений, которые были прежде. Для кого-то из вас это может произойти как и до конца февраля, у кого-то это и в марте. Вполне вероятно, эта карта будет говорить, точнее две, что вы как будто знаете этого человека, но вы на него не смотрите. Или вы, ну, как-то не задумывались тогда. И из разряда даже тех людей, с которыми вы знакомы, но отношения более близко не складывались. Вот здесь может что-то перейти в дружбу, а потом в настоящую искреннюю любовь. Будьте внимательны. Для тех, кто в сложных отношениях. Всегда хочется сказать по карте император. Есть два мнения. Мое и неправильное. Поэтому карта говорит, будь гибким, стрелец императором. У вас сейчас сильная позиция, тут тоже вы определяетесь. Продолжать или завершать. Это тоже карта организации. Организация вашей жизни. Для кого-то из вас я не исключаю. Может быть, даже какой-то союз прежний распался, остались вопросы с детьми, недвижимостью, деньгами. Тогда вот то, что нам показывали в картах пасьянса, да, вот это учреждение, иногда по императору тоже. Это как власть, закон, и вы можете отправляться как и к юристам, адвокатам, так и к чиновникам. Но есть какая-то тема, которую вам нужно прояснить не приблизительно, а более четко.
и как будто свою жизнь организовать совершенно по-другому. А что это, к чему это все идет? Но опять же к семье. Вот понимаете, у кого-то даже в сложных отношениях, и если для вас важен человек, то вы можете прояснить ваши отношения и помириться. Или, вот как я говорила, не решены вопросы по части недвижимости, денег, детей. Да здесь тоже. Все равно какая-то, может быть, новая палитра ваших взаимоотношений, новый этап жизненный. Но, безусловно, обе карты будут говорить о том, было бы желание, да, услышать друг друга. И я об этом тоже где-то говорила. Что ждет вас в работе? Ну, пятерка кубков не самая такая веселая карта, есть, правда, разочарование, поэтому у кого-то и по работе. Но я часто говорю, над разбитой чашкой не рыдают точно, а выбрасывают осколки и моют пол. Что-то не имеет значения. Я вам скажу, что не имеет значения. Вам приходится себя менять и на работе тоже. Вот именно методы отношения к людям. Может быть, будут такого рода размышления, когда вы о человеке думали очень хорошо, а он себя показал с другой стороны. Или наоборот, вы считали, что этому человеку, ну, не моего круга, не мой человек, а тут совершенно по-другому могут люди себя проявить. Вот тут какие-то метаморфозы у вас идут по работе, а для кого-то, когда вы прежде сделали что-то хорошо, ну, может быть, не оценили. То есть вот начинается наш прогноз, наш расклад на работу, именно что вас ждет по работе, какими-то разочарованиями. Но это произошло уже давно. Вот правда, это та чашка, которая уже разбита и нечего рыдать. Тут надо все это не имеет уже значения. А мы как будто подзастряли. Вот у кого-то эта апатия будет через работу. А нам тут говорят, тебе и по работе. Ожидайте, мои дорогие стрельцы, что какое-то известие вы будете получать. Туз мечей, это точно. Тут может быть важная информация, тут может быть возможность, как по башне. К примеру, кто-то увольняется, освобождается вакансия. Здесь может появиться информация о том, что вот-вот будет меняться график работы, может меняться руководитель, может быть и не главный руководитель, а звена какого-то, да. Или здесь, ну, какая-то новость определенно будет. Или как вам самим какая-то путаница завершается, может быть, и так просто потому, что человек уволился. Вот и такие метаморфозы. Это для кого-то может быть башня, а для вас это колесо фортуны. Правда? Отпускай. Вот нам говорят, что какая-то прежняя ситуация, она не имеет значения. И поэтому для тех, кто, может быть, даже, я надеюсь, все правильно понимают, 13-й старший аркан– это карта трансформации. Нам нужно себя изменить. Нам нужно изменить отношение к работе. Может быть, это правда происходит, как коллега ушел, или когда вам какие-то новые обязанности хотят вменить. Вот я такого тоже не исключаю. И вот правда, вы можете анализировать, что работы будет много. Но в этом как будто вот ваша трансформация и состоит. Для тех, кто ищет работу, вы знаете, вы точно, вы можете найти работу, более того, не там, где вы ищете. Может быть, вы это рассматривали, ну, к примеру, имея свой диплом или ваша профессия, которой вы посвятили энное количество лет, вы прекрасный специалист. А тут вот надо ваши знания переложить или ваш опыт в каком-то новом ключе, в новом русле. И нам буквально говорят, трансформация, то есть она происходит у каждого по-своему. Но это очень добрая карта, которая нам говорит, продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. У кого-то может совпадать как турбулентности и перемены на работе и одновременно еще и в личной жизни. Финансы, что ждет? Да, тут снова карта обучения, вот опять же книга. Вам придется осваивать какие-то новые ресурсы. Для кого-то работа в команде, в новой команде, об этом я тоже говорила. Или когда вы контактируете с новыми людьми, с новым порядком. И тоже мы, адаптируясь, учимся чему-то новому. Это такая карта своего рода экзамена, иногда экзамен жизни. Но все же мы спрашивали на деньги. Любая тройка– это карта будущего. Вот, мои дорогие стрельцы, вам как будто нужно добавить для кого-то, может быть, знание языков, для кого-то освоить какой-то метод или какой-то ресурс, может быть, навык, как скилл какой-то получить, да? Потому что все то, что вы сейчас приобретаете новое, на работу нам как раз то же самое выпало. Это вам пригодится и не просто так абстрактно, а это будет
основа вашего финансового процветания. Но это пока еще только первые шаги. Поэтому будьте внимательны. Мы не можем, и нам уже не первая карта говорит, в целом у вас какая-то перестройка идет ваших, ну, как и взаимоотношений, может быть, вашего мироощущения, мои дорогие стрельцы, вашего взгляда даже на жизнь, может быть, и так. Так что же там по финансам? Мы не можем выполнять ту работу, которая нам не принесет эти деньги, вот буквально так. Поэтому договариваться нужно на берегу. Если вы хотите что-то осуществить, может быть, этот проект как-то увязать сразу, чтобы не было недоразумения, платят вам это или нет. Тут и именно прояснение идет какое-то. Иногда по этой карте будут нам говорить, что прежние деньги, кстати, задержались. Это то, что вами заработано. Но тогда вы их, скорее всего, получите. Для кого-то из вас тут правда будут говорить о том, что не бойтесь отпускать людей. Если даже, вот, к примеру, на работе меняются сотрудники, меняются руководители, вы можете оказаться в такой ситуации, когда, знаете, иногда вот коллектив даже подговаривается. Ну вот если мой руководитель уйдет, я тоже уйду. Не поддавайтесь вот таким мыслям, потому что пусть все уходят, да, как у Зощенко, и вообще все уходите. Ну, я, конечно, шучу, но вот вы-то оставайтесь, потому что для вас как будто судьба, колесо фортуны расчищает вот эту плату. Когда вы раскроете свои таланты, намного лучше. Я не исключаю, что у кого-то по этой карте могут быть платежи где-то конец февраля-март. Это тоже немаловажно, нужно сказать, когда какая-то бумага вам может вернуться, или отчет вернуться, или вы думали, какое-то дело завершили, это с подсмыслом идет финансов. А здесь нам на доработку это возвращается. И вот, может быть, переделать отчет, или заплатить какие-то проплаты, платежи провести. Но, в принципе, где-то февраль-март, да, оно у нас так и есть, и вы будете к этому готовиться. Но ведь это карта судьбы, карта кармы. Иногда бывает и так, когда если ты сделал что-то хорошо, пусть руками других людей, но словно судьба, вселенная будет тебе помогать, а у вас колесо фортуны. Не бойтесь идти вперед. Даже если пока, ну так темновато, даже если пока, хочу сюда положить, мне кажется, что получится, не получится, я не знаю. Здесь вам прожить надо, нужно этот период. Ну, знаете, как бы пока не грандиозные какие-то замыслы нет, а вот именно где-то одним днем. И внимательно анализируя то, что вокруг вас происходит, что говорят люди, где-то ваша интуиция вам будет помогать. Вот она у вас будет работать как и до конца февраля, так и в марте. Великолепно. Не все укладывается в наше понимание, как мы говорим, ни в какие ворота не лезет, но наше подсознание дает правильные подсказки. Услышьте тихий голосок своей души и будьте добрее к самим себе. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за вашу помощь, за вашу поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, все ссылки в описании под видео. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.